Я вас приветствую, коллеги, товарищи, друзья, все, кто пришел на наш эфир, который мы стараемся проводить каждую неделю в пятницу в 6 часов по Москве. И, кстати, я хотел спросить у вас, удобно ли это время для вас? Может быть, удобнее позже, например, в 7 часов. У меня такое ощущение, что это время не оптимальное. Поэтому, если у кого есть пожелания, в телеграм-канале можете написать свои мысли о том, во сколько лучше нам встречаться. Пока мы встречаемся каждую пятницу в 6 часов. И, как обычно, вы задаете вопросы в текстовом режиме, я пытаюсь на них отвечать голосом, максимально откровенно и максимально полноценно. Главная наша задача – обменяться знаниями и чему-то научиться. Вопросы могут быть о программировании, о менеджменте в среде программистов, об архитектуре, как сегодня первый вопрос. Ну и, в принципе, наверное, о построении карьеры. Оказывается, что эта тема одна из самых животрепещущих. Поехали. Первый вопрос. Как вы относитесь к Event-Driven Architecture? А также, какой архитектурный подход посоветуете для изучения новичкам? Event-Driven Architecture, в моем понимании, является наиболее эффективной архитектурой для разработки любых программных систем. Спасибо вам за вопрос. Очень в точку. Здесь даже больше сказать особо нечего, кроме как мое отношение положительное и позитивное. О чем речь? Как я это понимаю? Каждый компонент в программной среде, программно-аппаратной, является клиентом какой-то шины событий или какого-то хранилища событий, куда все остальные компоненты могут также выкладывать некую информацию в виде этих самых событий. И таким образом компоненты обмениваются между собой сигналами, командами, запросами. И это позволяет им быть максимально друг от друга изолированными и максимально не связанными между собой. Каждый компонент отдельно работает, каждый компонент имеет свою собственную стратегию выживания, свой собственный цикл деплоймента, свой собственный жизненный цикл, все собственное. Чем больше у вас таких компонентов и чем более продуманным является этот протокол обмена сообщениями, чем более точный и более проблемно ориентированный язык этих сообщений вы выдумаете, тем будет лучше для всей системы. Это непросто. Значительно проще сделать систему монолитной, когда все компоненты живут в неком одном пространстве доступа, в одном, грубо говоря, в одной виртуальной машине или на одном сервере, или в одном даже пространстве классов и имен, если это объектно-ориентированное программирование, и могут без проблем друг к другу обратиться. Например, у вас много Java классов, и они все лежат в одном большом пакете, и каждый имеет доступ к каждому. Такой дизайн легче сделать, потому что не нужно строить границы между ними, барьеры возводить и думать о том, как они будут коммуницировать через эти самые события. То есть как будет один компонент формулировать свои требования к другому через вот эту Event-Driven Architecture. Но это только поначалу. Когда архитектура будет расти, вы будете терять свойства поддерживаемости, вы будете терять ее конфигурабельность, ее надежность и так далее. Лучше, если их вы сможете разнести и сделать так, чтобы каждый из них был клиентом, а не сервером. Чтобы каждый из них обращался в это самое хранилище событий и оттуда получал то, что ему нужно, и оставлял там то, что нужно ему от других. Мы можем об этом как-то еще поговорить, может быть, подробнее. Я вижу, что этот вопрос задают уже не первый раз мне, и мне давно, уже много лет назад, стало понятно, что в таком ключе нужно все стремиться разрабатывать. Вообще любую систему, которую вы строите, стараться сделать именно так, чтобы компоненты были клиентами, а не серверами. Может быть, уточняющий вопрос, если зададите, я могу как-то о чем-то глубже рассказать. Следующий вопрос. Нанимаете ли вы менеджеров? Если да, то как выглядит ваше собеседование? На что вы обращаете внимание? Я менеджеров
не нанимаю. И это сложный процесс найма менеджеров в чистом виде, потому что они, конечно, в подавляющем большинстве это просто бездельники, которые научились говорить правильные слова и перестали уметь программировать. И это очень грустно, я это много раз говорил, очень грустно видеть резюме людей, которые взрослые, которые с большим опытом, у которых 20-летний послужной список, и они, видно по ним, по этому резюме, что человек уже 15 лет как не технический специалист, а менеджер, который из одной компании в другую переходит с позиции, то он project менеджер, то он директор, то он CTO, то он опять project менеджер. Это люди, которые, ценность которых основная заключается в их в политическом капитале, в той компании, в которой они находятся. И оторвать их от этого политического капитала, то есть перевести из одной компании в другую, практически всегда означает аннулировать их капитал. То есть превратить их в начинающего менеджера, самого базового уровня джуниора. Затем они опять начнут накапливать этот политический капитал уже в вашей компании или в нашей компании, которая их наймет. И через какие-то 5-10 лет они опять обретут какую-то ценность и станут тем самым менеджером, который может что-то делать. Это менеджеры такого более высокого звена. Если мы говорим о просто менеджерах, которые должны управлять коллективом из 5 человек и не хотят, и не метят в высокие позиции, такого самого junior level менеджеры, то это люди в основном без образования менеджера, без навыки у них есть управленческие, они управляли кем-то. И если с ними поговорить, то это часто болтливые ребята, очень экстравертированные, очень коммуникабельные, открытые, много готовые на себя взять. Но чем они, по большому счету, отличаются от секретарши, не всегда понятно. Потому что они для того, чтобы быть действительно эффективным менеджером, для того, чтобы быть действительно профессионалом-менеджером, они должны иметь определенный инструментарий для выполнения своих менеджерских функций. А инструментарий такой им никто не даст. Ни у нас в компании, ни во многих других компаниях. Потому что не хочет компания давать этим менеджерам нижнего звена хоть какие-то властные полномочия, хоть какое-то право принимать хоть какие-то решения. Им могут дать право принимать решения, в какой конфигурации столы будут стоять в офисе. И то эти решения этим менеджерам придется принимать коллегиально. Придется принимать после большого количества дискуссий, обсуждений и прохождения через большое количество компромиссов. То есть эти люди, они, секретарши на стероидах. При этом с большой зарплатой, поскольку они на стероидах. Не очень понятно, зачем они нужны. Можно взять секретаря, которому поручить каждую неделю составлять план, график работ, если это нужно, собирать с каждого его задачи, которые он уже выполнил или которые он хочет выполнить на неделю, и собирать, может быть, какие-то риски, которые каждый из нас может обозначить для себя. Потом это все сводить в какую-то таблицу и приносить менеджеру более высокого уровня, который наблюдает за этим проектом. Больше ничего менеджер сделать не может. Он никого не может уволить, он никого не может наказать, он никого не может поощрить толком. Он даже поговорить ни с кем не может, никто его всерьез не будет воспринимать, какой бы он ни был, с какими бы он ни был регалиями, статусами. Потому что в любой айтишной компании мы все понимаем, что продукт производится программистами, а не тем, кто собирает вот эти таблички в Excel и графики составляет. И это первое. И второе, мы понимаем, что в индустрии сейчас уволить никого очень сложно, и мало кому это нужно, увольнять айтишных специалистов. Если идет разработка продукта, это не то время и не тот домен, где нужна сильная рука, скажем так. И поэтому компании не дают менеджерам эту сильную руку, не дают им власть.
Тогда зачем их называть менеджерами и платить им такие большие зарплаты, как они претендуют? Они же думают, что раз он менеджер, то он должен получать как минимум столько, сколько программисты, а то и больше. Но ценности от него, как от секретаря. Как выглядит наше собеседование менеджеров? Ну, на что я обращаю внимание? Ну, если бы я действительно нанимал менеджера, я бы, наверное, смотрел бы на его образование менеджерское. Не на то количество там проектов, которые он провел, а я бы у него спрашивал, ну, как минимум, какие книги по менеджменту вы читали, какие экзамены вы прошли, есть ли у вас PMP сертификат, есть ли у вас там статус Scrum-мастер, допустим, есть ли у вас какие-то работы собственные по менеджменту, написали ли вы что-нибудь про менеджмент. Сказали ли вы что-то в этой области? Или вы просто секретарша, долгое время проработавшая или проработавший в какой-то компании, и теперь вы называетесь менеджером и хотите много денег. Я бы искал именно знания специфические по менеджменту. А они, если это менеджеры, они должны быть вполне себе профессионального уровня, эти знания. Они должны быть вполне конкретные. Это должно быть не рассказы мне о том, что главное это доверие к людям, главное это коллектив, главное это команда, сплоченность, одна семья, одна компания, leadership. Вот я бы эти все слова не слушал бы, а спрашивал бы, например, как именно вы должны действовать, например, при составлении не знаю, мотивационного плана для команды. Как бы вы его составляли, используя что, опираясь на какие данные, как бы он выглядел у вас на выходе. Следующий вопрос. Как вы относитесь к PHP-программистам и стоит ли вообще учить PHP для фриланса или стоит выбрать Python? Я когда-то очень любил PHP, это было много лет назад, лет 15, может быть больше. Я даже сертификаты получал по PHP, был такой еще Zen фреймворк тогда, я не знаю, жив он или нет. Поэтому отношусь, наверное, неплохо, но, конечно, надо понимать, что язык PHP, он крайне непродуманный как язык программирования. Был, по крайней мере, в версиях пятых, 3, 5, сейчас какая-то уже 8, по-моему. Он сейчас очень похож уже на Java, конечно, и впитал в себя все, что придумано в более продуманных языках, объектно-ориентированных. Но нужно понимать, откуда он пришел. Он же родился как какая-то замена Perl для веб-приложений, для веб-страниц. И он очень многое взял из Perl. А Perl это вообще отдельная история. Как с ним жить программисту, это непонятно. Так что я бы, конечно, не советовал бы с PHP начинать. Для фриланса, возможно, да, поскольку он по-прежнему популярен, но Python значительно быстрее растет, и у него значительно больше применений, и он как-то звучит более серьезно. В PHP мире вы всегда будете каким-то разработчиком веб-страничек, сайтов-визиток. Зачем вам это нужно? Учите лучше сразу Python. Я не скажу, что Python это язык, который хорошо продуман, в котором красивый дизайн. Я бы лучше JavaScript посоветовал. Если уж выбирать для фриланса, что выучить и стать фрилансером, то JavaScript это был бы выбор, конечно, номер 1. Не Python, не PHP, а JavaScript. И по количеству проектов он самый большой, и на мой взгляд, по элегантности дизайна языка он значительно лучше, чем Python, ну и, конечно же, лучше, чем PHP, и с ним вы не пропадете. Следующий вопрос. Мне 35 лет, я менеджер, руководитель отдела в финтехе. До этого 10 лет программировал. На работе развиваюсь как менеджер, но очень страдают хард-скиллы. Как не деградировать в качестве программиста? Ну вот вы говорите, на работе развиваюсь как менеджер. Вот что это конкретно значит? Что вы развиваетесь? Вы не обижайтесь, я не знаю вас, поэтому я буду максимально категоричен в своих ответах, не с целью вас обидеть. Но что значит развиваюсь как менеджер? Это как вы развиваетесь? Вы что конкретно изучаете такого, чего вы не знали вчера? Вы накапливаете политический капитал? Это да.
То есть вы узнаете больше людей вокруг себя, вы уже съездили 2 раза на дачу к начальнику, вы уже прошли несколько повышений зарплат, уже разобрались, как это происходит, уже вас оттуда уволить тяжелее, потому что вы зацепились за большее количество точек. Но это не развитие как менеджер. Вы просто развиваетесь как игрок политический, вы становитесь более весомым для коллектива, и ваш вес политический, он больше. Но это не развитие как менеджер. Вы как профессионал, как были, так и остаетесь никем, если вы не становитесь действительно менеджером, который изучает, может быть, принципы менеджмента, внедряет их, находит способы применения практикам менеджмента определенным. То есть вы, например, я просто практически уверен, что этого не происходит, потому что это не происходит почти ни у кого. Все, кто развиваются как менеджеры, они просто, как я сказал, растут, так сказать, пузо себе отращивают. Такое виртуальное, иносказательно. Толще становятся толстыми скуфами такими, которые плотно сидят на своих стульях, и их оттуда уже не сдвинуть. И это называется «развиваюсь как менеджер». Если у вас такая картина, то, конечно, не говорите себе, что вы развиваетесь. Говорите себе, что вы становитесь все более и более богатым, все более и более успешным, все более и более значимым для проекта, для бизнеса. Но в плане развития я, по крайней мере, в этом тексте не понял, в чем оно заключается. Как не деградировать как программист? Но попытайтесь все-таки признаться самому себе, что менеджер – это не профессия. Что вы просто секретарша на стероидах. И вы просто хорошо оплачиваемая секретарша. Очень хорошо оплачиваемая. Вы уже 10 лет как получаете, едите за 3. И это здорово, конечно, что у вас получается этим заниматься, но просто ответьте себе честно, что вы не там находитесь, где продукты создаются, вы не контрибьютите в продукт, вы не пишете код. И как только вы это осознаете, у вас быстро вы вернетесь на землю, и дальше вопрос такой возникать не будет. Вы просто вернетесь к программированию, вы сядете рядом с программистами. И вместо себя, вместо менеджера, посадите секретаря, который будет делать 90% работы, которую вы сейчас делаете, и думаете, что это работа менеджера. Вы заполняете Excel-таблицы, вы опрашиваете сотрудников, чем они занимались, вы сидите с ними на митингах, проводите статус-коллы, вы распределяете задачи между ними. Это все секретарская работа. Это все должно стоить, как зарплата половинки джуниор-программиста. Посадите вместо себя секретаршу, и у вас освободится время. Конечно, вам нужно будет объяснить начальству, почему так случилось. Почему вместо вас работает девчонка 20 лет, а вы вернулись к программированию. Вы начнете терять свой политический вес. Вы худеть начнете в таком, сказать, в политическом смысле. И это, конечно, будет отражаться на всем. На вашей стабильности внутри компании, на вашем доходе и на всем остальном. Следующий вопрос. Расскажите о вашем пайплайне ревью кода в Huawei. Правила CI, количество ревьюеров и через сколько итераций реджекта обычно код проходит до попадания в кодовую базу. Huawei огромная компания. Я не могу сказать, что происходит в соседнем офисе, в соседней комнате, как у них происходит код-ревью. У нас конкретно в нашей команде мы стараемся все изменения в кодовую базу проводить через pull-реквесты. Это обязательное правило. Как минимум один код-ревьюер должен быть на каждом pull-реквесте. И в принципе все. Это вот все вопросы к пайплайну. Но при этом все мы уделяем максимум внимания сложности тестовых сценариев. То есть для нас является, наверное, главным показателем нашей работы и главным критерием качества нашей работы – это мощность тестовых скриптов. Туда может входить и юнит-тестирование, и интеграционное тестирование, и контроль coverage,
и контроль, даже, может быть, mutation coverage, мы это не используем, но я вам рассказываю как рекомендацию. Чем там больше трудностей у программиста, чем больше мы туда вставляем всевозможных ограничений, тем нам кажется, что наше качество выше в целом. И я бы вам рекомендовал делать так же. Поменьше обращать внимание на ручное ревью, потому что оно, зачастую является самым слабым звеном в пайплайне сборки. Из людей не очень хорошие ревьюеры в основном, и если их оставить один на один с кодовой базой и ожидать, что они будут защитниками кодовой базы, то последствия будут крайне негативные. Причем не только потому, что они будут лениться делать качественное ревью, а потому что они будут видеть, что кроме них здесь никого нет, и у них будет очень быстро пропадать мотивация бороться за качество. Они будут видеть, как очень часто мимо них пролетает некачественный код и попадает в мастер-бранч. И когда мастер-бранч начнет деградировать и терять свои свойства качества, то мотивация команды будет стремительно падать, и дальше уже ожидать качественного ревью очень сложно. Программисты, как я это понимаю, они стремятся, в общем-то, к лучшему. Они стремятся поддерживать качество на том уровне, которое они уже видят. И если они видят кодовую базу, в которой все плохо, то у них нет интереса большого бороться за каждый конкретный pull request. Они будут нажимать accept и говорить: ладно, хорошо, какой смысл мыть одну тарелку, если не мыта вся посуда? Давайте уже и эту тарелку не будем мыть. А если вся посуда чистая, то, конечно, одну грязную тарелку вы не поставите туда, вам захочется ее помыть. Следующий вопрос. Что думаете о востребованности Azure плюс .NET плюс C#? Я, в принципе, много лет и до сих пор остаюсь большим несторонником Microsoft решений. И поэтому все, что с запахом Microsoft, я как-то к нему отношусь плохо и не знаю его. Тут вы можете меня обвинить, конечно, в предвзятости, потому что я не разбираюсь в том, что такое C#, я никогда не писал на нем, я никогда не пользовался Azure. Но я понимаю, что Azure — это копия Amazon Web Services. Я понимаю, что C# — это копия Java. Я понимаю, что .NET — это копия JVM. То есть это все копии. И Microsoft хорош, наверное, в копировании, причем в копировании в таком, в котором качество падает, а количество растет. Microsoft — это контора, которая ориентирована на удовлетворение низменных потребностей большого количества людей. Они дают нам уже 40 лет подряд программные продукты, которые сделаны плохо. И сделаны так, что и тот, кто их делал, плохой программист, и тот, кто ими пользуется, становится таким же программистом. Они как бы не стремятся нас поднять вверх и улучшить нашу ситуацию, и обучить нас, и развивать нас, и непримиримо бороться с низким качеством. А Microsoft, наоборот, они спускаются на наш уровень. Они говорят: вы дураки, и мы такие же. Вы плохо разбираетесь, как правильно программировать. И мы вам как раз софт такой дадим, в котором можно программировать и неправильно. И более того, мы все это скопируем. Мы сделаем копии чужих решений, только со сниженным качеством. И смотрите, толпа поддержит, большинство нас купит. И это уже продолжается 40 лет. Даже больше, 50, наверное. Да, почти 50 лет этой компании, и мне не нравится все, что они делают, так что такой мой ответ. Следующий вопрос. Начал разработку open source библиотеки в ООП-стиле на GitHub. Посоветуйте, пожалуйста, эффективные способы привлечь внимание к репозиторию. Сделайте сначала продукт, который бы вам понравился, а потом приходите в наш телеграм-канал, и там сбросьте ссылку и попросите уважаемое сообщество дать вам какой-то ответ, какой-то отклик. Если понравится, то кто-то и звездочки поставит, кто-то начнет пользоваться. Не ожидайте, что у вас получится привлечь большое внимание. Много раз я об этом говорил. Open source — это игра больших чисел. Сделайте
50 разных библиотек. Ну, может быть, 50 слишком много, но сделайте десяток. И какая-то из них окажется более востребованной, какая-то придется по вкусу комьюнити. Но не ждите, что ваша первая библиотека, ваш первый продукт будет встречен овациями. Этого не произойдет. Важно ли программисту верхнего уровня знать C или C++? Да, важно знать, не помешает. Чем лучше вы понимаете всю вертикаль технологий, которую используете, от самого верхнего уровня, от того текстового редактора, в котором вы пишете программу, до процессора, который выполняет эту программу, до устройства его регистров, до устройства его кэша, до устройства материнской платы, что на ней размещено, тем вы больше удовольствия будете получать от программирования. А это конечная цель. Вы будете писать лучше код, вы будете больше денег получать, вы будете более востребованы на рынке, если вы будете получать удовольствие от того, что вы делаете. А удовольствие вы будете получать, понимая, что происходит в этой коробке, называемой компьютером. Если понимания нет, сужу по себе, может быть, у вас по-другому, но у меня так. Если я не понимаю, что происходит, если я сталкиваюсь с кодом или с дизайном, с архитектурой, в которой я не могу разобраться, меня это очень раздражает, и я теряю интерес, злюсь и хочу поменять профессию. Но когда я вижу все прозрачно, и мне все ясно, и я чувствую себя в полном контроле того, что происходит, это максимальный фан от профессии. Следующий вопрос. Создал веб-аппликейшн для оптимизации многих процессов для Dental Staffing Agency. Успешно работает и приносит прибыль существующему бизнесу. Как начать продавать этот софт другим подобным бизнесам в США? Так, я не знаю, я не очень хорош в продажах. Тут вопрос не по адресу. Не отвечу, не знаю. Следующий. Что, на ваш взгляд, должно измениться в мире IT и в разработке в частности, чтобы не происходило таких масштабных проблем, как сегодня с Windows и CrowdStrike? Фирма Microsoft должна быть каким-то образом удалена с нашего рынка, но этого не случится. Только что мы проговорили про Microsoft, вот вы даете очередной пример. Это может быть пример, так сказать, субъективно, он попался просто под руку. И, конечно, у других решений тоже бывают подобные истории, но здесь я с удовольствием бы обвинил Microsoft в том, что они, конечно, абсолютно очень некачественны внутри. Вообще гонка за количеством, гонка за широким рынком, она, безусловно, должна сопровождаться огромными инвестициями в контроль качества. А контроль качества разработки – это в первую очередь интенсивные системы наказания программистов. Вы должны максимально негативно относиться к кодированию, которое происходит у вас в команде, с качеством, которое ниже того, которое вы бы хотели видеть. Не просто говорить ребята, мы должны сконцентрироваться на качестве нашего кода, а иначе мы все не поедем на пикник на выходных. Вы должны увольнять и увольнять. Только таким образом вы добьетесь качества. Но Microsoft, я не знаю, славится ли эта компания такими подходами. Мне кажется, что нет. А если вы хотите, еще раз повторю, если вы хотите, чтобы ваш продукт не имел такие серьезные проблемы с качеством, то вы должны абсолютно... вы должны делать так, чтобы программисты боялись сделать что-то. Это я даже неправильно говорю, я пытаюсь провести аналогию с военной подготовкой. Существует такое расхожее мнение в военном мире о том, что солдаты должны бояться своих офицеров, тогда они не будут бояться врага. Вот то же самое в программировании. Программисты должны бояться своих юнит-тестов, скажем так. И тогда они не будут бояться баг-репортов от кастомеров. Программист должен со страхом смотреть на то, какое количество интеграционных и юнит-тестов его ждет перед тем, как он сможет какие-то изменения внести в кодовую базу. Там должно быть все, полный кошмар должен быть. Должны быть миллион проверок, миллион контролирующих элементов. И если у него не получится,
обойти их. Если у него не получится сделать contribution на требуемом качестве, на требуемом уровне качества, то его будут бить по рукам, его будут не принимать его изменения, его будут не хвалить, а в итоге еще и увольнять. Ну или, по крайней мере, не платить бонусы, не платить зарплаты и так далее. И весь ужас, весь страх и все проблемы будут оставаться внутри компании. Но когда продукт будет выходить наружу к конечному клиенту, там уже останется какая-то мелочь. Потому что мы уже здесь всех победили, внутри. Уже здесь все кошмары случились. Уже здесь мы провели миллион тестов. Уже здесь мы поувольняли половину людей, потому что они писали не так, как нам нужно. И поэтому, когда мы вышли уже на передовую, уже вышли к нашим врагам, то есть к нашим клиентам, если аналогию продолжать, то их мы совершенно не боимся. Потому что то, что происходило внутри, то, какое количество проблем нам создавали и юнит-тесты, и тестировщики, которые ломали наш продукт со всех сторон, которые придумали огромное количество инструментов и огромное количество механизмов для того, чтобы показать нам, где у нас проблемы. Что когда мы выходим на какого-то клиента, который пытается не ту кнопку нажать, да, это ерунда. Чем больше солдаты боятся офицеров, тем меньше они боятся врага. Такая вот жестокая, но военная истина. Скопируйте ее на мир программирования. Так, следующий вопрос. Так, я вас немножко потерял, тут их слишком много. Вы раньше писали, что каждый программист должен ходить по собеседованиям, чтобы быть актуальным. Так, дальше я ваше сообщение потерял, Артем. Ну, я думаю, что да, это, наверное, неплохо ходить по собеседованиям. Я бы только не делал это в формате ходить по собеседованиям. Я бы лучше сделал не отказываться от собеседований. Если к вам приходит рекрутер, если вам пишет какая-то компания и спрашивает, не против ли вы поговорить, поговорите с ними. Но самостоятельно отправлять свое резюме, будучи в какой-то компании, это может быть выглядеть не очень лояльно по отношению к вашей компании, и вы себе заработаете, может быть, не очень хорошую репутацию, потому что это может в какой-то момент стать известным. Так что ходить-то ходить, но не инициируйте это, потому что вы и в той компании будете, куда вы ходите, вы будете выглядеть не очень красиво, если они будут понимать, что вы как неверная жена, которая сама ищет контакта на стороне. Это не очень хорошо. Если к ней кто-то подошел там познакомиться, а она не очень довольна своим мужем, но она не искала ничего. Она сидела, пила чай, к ней подошел мужчина познакомиться. Ну, как-то это простительно. Но если она сама, будучи замужем, идет на контакт, то вы сами понимаете, как тот мужчина, к которому она идет на контакт, что он про нее думает. Вот вы же не хотите, чтобы примерно так думали о вас. Следующий вопрос. Как вы выходили из профессионального выгорания? Я не очень помню, когда я последний раз выходил из него, но мне достаточно обычно пару дней просто отпуска или отдыха и смена деятельности. Просто закрывайте компьютер и в течение 2 дней его вообще не открывайте. И лучше даже и телефон не трогайте. У меня это обычно, если я 2 дня сделаю именно так, то я, когда его открываю на 3-й день, у меня огромное желание работать. Оно такое, ничем его не остановить, и выгорание как рукой снимает. Следующий вопрос. Работаю разработчиком на полставки в IT-компании. Основная работа технолог. В IT себя оценить не могу, хотя на работе мной довольны. Как адекватно оценить свои навыки? Прекрасный вопрос. Спасибо. Я такой вопрос задаю на собеседованиях иногда. Спрашиваю у программистов. Вы-то сами как себя оцениваете? И ответы самые разные, очень интересные. Но в основном ответы, которые меня не устраивают. Я думаю, что оценивать стоит себя по черт знает, как вам ответить. Я сам задумался.
Ну, наверное, ответов несколько здесь может быть. Зависит от того, конечно, как вы строите свою карьеру. Давайте я про себя скажу. Я себя оцениваю по количеству преодоленных челленджей, преодоленных трудностей, которые для меня лично являлись непреодолимыми еще вчера. Какие-то вещи я уже преодолел, допустим, мне когда-то хотелось, не знаю, прочитать лекции студентам. У меня никогда не было такого опыта. Это был челлендж определенный, было сложно, непонятно как. Я могу себе сказать сейчас, что я уже прочитал за последние 3 года 7 курсов в 2 университетах. Вернуть меня на 3 года назад, для меня это была сложная история. Ну, сейчас для меня челлендж диссертацию защитить. Я никогда этого не делал, к сожалению, и хоть я учился в аспирантуре когда-то, но не защищал диссертацию. Я вот вижу это как челлендж. Если у меня спросит работодатель, вот задаст мне такой вопрос, как вы задаете, вы-то как себя оцениваете? Я скажу, ну вот я лекции прочитал, вот я диссертацию защитил, например, когда это случится. Вот по таким вот вехам, по таким успехам, что ли, микроуспехам, можно, по их количеству, можно, наверное, себя оценить. У каждого они свои. Вот посмотрите на себя за последнее какое-то время. Вот вы работаете на полставки, вы говорите, оцените ваши последние 5 лет работы. И напишите на листике, что вы достигли такого, что было трудно и что было неочевидно, что это может быть достигнуто. И говорят, что это полезно. Я уже где-то на одном из стримов наших рассказывал, что мне кажется, что полезнее не планировать будущее, а описывать прошлое, описывать свои успехи. И тогда ваши будущие успехи, они захотят появиться у вас. Многие люди планируют будущее и записывают: я хочу прочитать лекции, я хочу защитить диссертацию, я хочу купить себе Мерседес, я хочу перейти на работу на позицию CTO, я хочу сделать большой open source проект. Эти все мечты, все эти фантазии, они останутся мечтами во многих случаях. В большинстве, в подавляющем количестве случаев это все достигнуто не будет или будет отложено на неопределенный срок. А если вы будете описывать прошлое и фиксировать удачи, которые у вас случились, не удачи, не выигрыши в казино, а достижения, трудности, через которые вы прошли и у вас получилось, то, мне кажется, ваш мозг, он будет радоваться этому и будет хотеть еще. Это же. Он поймет, что его поощряют, он поймет, что о нем знают, он поймет, что его помнят, его достижения, его борьбу. И он соберется на новую борьбу, на новые победы. Следующий вопрос. Планируете ли вы переезжать с YouTube на ВК, которые точно будут доступны в РФ? Как относитесь к неудачам и заваленным проектам? Можете рассказать о задаче, которую не смогли решить? Костя, спасибо за 3 сразу вопроса. На YouTube я думаю, что с YouTube, точнее, я уезжать не буду, но думаю, что на ВК просто буду делать дублирование. Я думаю, что его закроют, этот YouTube. Я думаю, что его закроют в ближайшее время. Как в новостях пишут. Но думаю, что его откроют через год, может быть, 2. Я все-таки надеюсь в политическом плане, что нас ожидает оттепель в отношениях между Россией и Америкой. И эта оттепель, она приведет к разблокировке каких-то ресурсов, и YouTube, наверное, будет одним из них. Так что бросать его нет смысла. Тем более там основная аудитория. Мы сейчас с вами на YouTube, и подписчиков много, и я не хочу это все потерять. Так что я сделаю копию. Буду свой контент выкладывать на какой-то российской площадке. Как я отношусь к неудачам и заваленным проектам? Плохо отношусь, не нравится мне это. Я не люблю неудачи, и они, к сожалению, имеют место быть, и это, конечно, очень бьет по самолюбию, и нужно с этим что-то делать, это непросто. 3-й вопрос. Расскажите о задаче, которую не смогли решить. Задачи. Таких задач много очень. Я много чего пока еще не смог решить.
Ну, например, вот мы делаем наш язык программирования EOLang, и пока это нерешенная задача. Мы сделали многое, у нас очень много интересного, но, собственно, решения тех задач, которые мы ставим перед собой, они не найдены пока. И мы не уверены, что мы даже их найдем. Мы предполагаем, что это, конечно, случится, и надеемся, но задача нерешенная. А я уже рассказывал о том, что мы хотим решить. Это не секрет. Мы хотим сделать такой язык программирования, объектно-ориентированный, который бы был, с одной стороны, максимально декларативным и максимально объектным в нашем понимании, в идеальном понимании. А с другой стороны, чтобы он был быстрым. То есть, чтобы код, который он генерирует, конечный машинный код, он работал хотя бы так же, как Java, или хотя бы так же, как Python, а лучше даже быстрее. И решить такую задачу, это очень непросто. Как мы уже сейчас понимаем и видим, что мы не первые, и не вторые, и не сотые, кто пытался ее решить, и не получилось пока. Вот мы стараемся. Если у кого-то есть желание к нам присоединиться, проект open source, eolang.org, приходите, задач очень много. Каждую задачу, которую вы сможете решить в этом проекте, каждая задача будет таким маленьким кирпичиком в здание этого большого успеха, который мы хотим получить. И вы свое имя впишете в большую историю. А может быть, это будет большой провал. Вот как Костя спрашивает, он же говорит о том, что как мы относимся к неудачам. Возможно, это будет неудача. Не хотелось бы, но бывает и так. Следующий вопрос. В компании меняют систему ревью, подсветили такую тему, чтобы получить хорошую оценку, надо не просто делать задачи, но и выполнять задачи своего грейда. Middle не должен делать задачи джуна. Что думаете? Вполне разумно, Юра, вам формулируют требования. Так и должно быть. Если у вас высокий грейд, то вы должны на эту зарплату и отрабатывать. И к вам совершенно другие требования. И раз вам платят, вы получаете как 1,5 джуна, так и делаете 1,5 задачи, а не одну. Это все вполне справедливо. Я бы делал бы точно так же. Будучи менеджером, я бы, конечно... и у нас в компании точно так же, такой же подход в Huawei. Мы также точно относимся. У нас тоже есть грейды у программистов, у всех технических специалистов. И чем выше грейд, тем, конечно, выше требования к этому человеку. Мы тебе дали грейд, так дай нам что-то в ответ, а не просто будь таким же, как все. А грейд за что? За то, что тебе просто лет на 5 больше. Все справедливо, Юрий. Следующий вопрос. Почему на ваших книгах изображены на элегантных объектах кактус, а на наш код мухомор? Это длинная история такая. Изначально хотелось изобразить что-то такое на элегантных объектах, что-то такое, что было бы целостным как объект, поскольку хочется, чтобы объекты в программировании, они были цельными структурами и самостоятельными, и независимыми. И их не воспринимали как коробку с компонентами, а воспринимали как что-то целостное и способное за себя постоять. И хотелось нарисовать, может быть, животное какое-то или что-то такое. Но животные уже есть на книжках издательства O'Reilly. И поэтому возникла мысль, пусть это будет растение. Какое растение? Какое растение за себя постоять может лучше всего? Конечно, кактус. Он колючий, он способен свои границы защитить. Вот так появился кактус. А дальше книги, которые выходили, решил продолжать эту тематику растений. Какое растение может быть на книге о менеджменте? О книге, где рассказывается о менеджменте, который неправильный, который не такой, как обычный менеджмент. Я же некую такую философию предлагаю, которая противоречит традиционным подходам к менеджменту. Некий яд такой я впрыскиваю, который, если в небольших дозах его принимать, то он будет лечением. Если, конечно, вы много от меня возьмете из этой книги и все примените, что там то, о чем там рассказано в своей практике, то вы, конечно, погибнете и вас уволят. Но если вы будете брать дозами небольшими, то этот яд, он станет лекарством. Какое растение обладает такими свойствами? Мухомор.
Если его есть немного, как животные его едят, и как не только животные, но и существует лечение мухоморами и так далее, то все будет хорошо. Если вы съедите много, то вы погибнете. Вот так. Ну, а 256 блог хекс, здесь, наверное, понятно, помидор, потому что это о блогинге, о публичном выражении своих мыслей. Ну, конечно, это помидор. Следующий вопрос. Какими инструментами пользуетесь для написания книг? LaTeX, может быть, Obsidian или Notion? Я не знаю, что такое Obsidian или Notion. LaTeX. Я везде для всего использую LaTeX. Для составления презентаций, для написания книг, даже сценарии для фильмов я пишу в LaTeX. Следующий вопрос. Можно, пожалуйста, ответ на вопрос, какой приоритет отдавать лучше начинающему молодому программисту? На семью или на рост в работе? Как разделить личное и карьерное? Хороший вопрос. Не знаю точно, как ответить на него, потому что вопрос остается вопросом, для меня в том числе. Ну, конечно же, пока вы молоды, я думаю, мое личное мнение, что нужно, конечно, строить карьеру. Вы должны строить себя. Вы должны так много, во-первых, много учиться, и, во-вторых, постараться сделать для общества как можно больше, так, чтобы общество вас оценило и вознаградило. А семья и все остальное, мне кажется, это можно немножко с этим подождать, когда у вас будет уже... Вы кем-то станете. Вы станете кем-то, у вас и семью получится построить, мне кажется, покачественней, потому что вы станете интересней людям. Ну, вы будете же искать вторую половинку, вам же захочется, чтобы с вами была или жена, или муж, я не знаю, кто спрашивает. И этот человек второй, он же будет вас оценивать, кто вы. И когда вам 20 лет, и звать вас никак, и вы никто, то вы и семью найдете такую, и вторую половинку найдете тоже, которые... Хорошо, если это будет удача. И вы найдете такую, например, жену, которая вместе с вами вырастет через 10 лет, и окажется, что и она человеком стала, и вы человеком стали. Но, скорее всего, будет не так. Скорее всего, вы вырастете, а она не вырастет. Или вы не вырастете, а она вырастет. И у вас семья развалится, потому что вы разные. У вас разные траектории жизненные. Вы в разные стороны пойдете. Когда вам уже 30, то вы уже примерно понимаете, по какой траектории вы пошли. Вы уже понимаете, какие примерно люди вам близки. Те, кто с вами в 20 лет рядом, это не те, кто будет с вами в 30 лет рядом. И друзья, и женщины, и коллеги, это все будут другие люди, потому что вы станете другим. Я недавно как-то наткнулся в социальной какой-то сети, Facebook, по-моему, на своего одноклассника, с которым мы закадычные друзья были в 3 классе, в 3. Он просто какой-то, там какие-то несколько фотографий было, где он просто алкоголик и на вокзале с какими-то бомжами. Как он попал на Facebook, я точно не понял. Но это был мой лучший друг. Мы с ним понимали друг друга с полуслова. Просто у нас разные траектории, понимаете? И оставаться с ним и дружить с ним, наверное, это было неправильное бы решение в то время. И мы и не дружили. Мы вот побыли вместе до 3 класса и разошлись. То же самое будет и с семьей. Подождите, дайте себе вырасти, дайте себе сформироваться. И пока вы растете и формируетесь, инвестируйте в себя, становитесь человеком. В плане карьерного, конечно, роста и профессионального. Следующий вопрос. Так, это не вопрос, это уже... Следующий вопрос задают. Сбер делает свой Сбер JDK на основе OpenJDK. Хорошо ли это, твое мнение? Нет, нехорошо. Я думаю, что это нехорошо. Я вообще, в принципе, против бизнесов или любых активностей, в которых копируется чужое решение. У Сбера нет возможности сделать что-то свое. Я понимаю, конечно, почему это происходит. Потому что нам нужно импортозамещение. Нам нужно что-то иметь на случай, когда фирма Oracle или фирма GitHub или фирма Америка просто отключит нас от рубильника и перекроет нам интернет. И отключит нас от кабеля, ведущего в те места, где находится OpenJDK. Это тоже может случиться. И, конечно, стратегически Сбер действует правильно. Он просто
забирает у Америки то, что мы делали вместе, то, что и Америка, и Россия, и Китай, и Индия, мы все вместе над этим трудились. Безусловно, лидирующие позиции занимала Америка по объективным причинам, но это был коллективный процесс. Но сейчас Америка говорит: окей, коллективный, не коллективный, мы забираем это у вас, спасибо за ваш вклад, вы нам больше не нравитесь, поэтому мы как жили вместе, а потом жену выгоняют и квартиру ей не оставляют. Так бывает. Так некоторые мужья поступают. Вот Америка так делает. Что этой бедной жене, то есть нам, что ей делать? Ну, мы пытаемся украсть хоть что-то, да, ну, окей, квартиру он не отдает, но я хоть телевизор вынесу, хоть что-то ночью, пока он спит. Вот так мы действуем. Хорошо ли это? Ну, плохо, не делает нам чести, но и другого выхода, наверное, нет. Наверное, нужно делать этот Сбер JDK, который будет, да, это будет копия OpenJDK, там где-то будет лицензии изменены, какие-то, может быть, функции добавят, ну, посадят 100 программистов. Конечно, что-то туда, что-то добавят, конечно, он, может быть, даже станет лучше в каких-то вопросах, но выглядит все это грустно. Следующий вопрос. Как считаешь, не является ли IT такой же социальной функцией государства, как строительство дорог и электростанций? Ну, вы знаете, во многом вы правы. Во многом вы правы. Да, действительно, IT, можно сказать, что это такая вот функция, должна быть функция государства. Уже сейчас это понятно. Не хотелось бы, чтобы в руках частных компаний находились такие важные сервисы для обеспечения жизнедеятельности людей. Ну, например, как Яндекс.Такси. Это уже рынкообразующий продукт. Ну, потому что все таксисты к нему подключились. Если 10 лет назад его не было, или 15 лет назад, и мы голосовали рукой на дороге, и всех это устраивало, и это было нормой, то сейчас уже так не работает. И все таксисты желтого цвета, все эти такси, и все в определенной степени налажено. И если завтра Яндекс скажет, что он передумал, например, и у него какие-то новые там правила игры, и мы просто все вместе попадем от него в зависимость. Не хотелось бы. Так что я, конечно, согласен. Я за то, чтобы крупные IT-решения, они были национализированы. И, например, тот же Twitter, который, как вы помните, 4 года назад заблокировал президента Америки. Президент Америки и Twitter, который строила вся страна, в какой-то момент сказала: да нет, не вся страна нас строила, это частное предприятие, и мы имеем вполне право нажать рубильник, тумблер, выключить президента. И президент, выбранный народом, за который проголосовало большинство людей, и эта фирма Twitter, получается, идет против большинства. Ну, может быть, надо эту фирму Twitter национализировать, а директора отправить опять в программисты. Я за это. За то, чтобы такие крупные решения, которые созданы государством, созданы обществом в целом, они принадлежали обществу. Я вообще против частного бизнеса. Я про это говорил много раз. Я считаю, что это против крупного частного бизнеса. Я думаю, что это разрушительно для социума и не ведет к росту, не ведет к созиданию, не ведет к эффективному распределению ресурсов. Я за то, чтобы государство управляло большими потоками ресурсов и имело там вполне жесткие и государством регулируемые механизмы контроля. А не какой-то там директор Твиттера вдруг решает, что он вот так вот он поступит. И плевать ему на 100 миллионов человек, которые сидят и ждут, когда им президент скажет, как у него дела. Следующий вопрос. 6 лет занимаюсь программированием, но не могу найти работу, не могу получить первый опыт. Пет-проекты есть, английский тоже. Сочувствую вам. Приходите у нас на канале, на этом же канале, на YouTube. У меня есть видео, где я рассказываю о том, как правильно составить резюме. Посмотрите в поиске, по слову резюме найдете. Там какие-то советы, может быть, вам будут полезны. Так. В прошлых интервью вы вскользь говорили, что вы против игр, видеоигр. В IT довольно частая история и способ расслабиться после работы. В чем же их пагубное влияние на человека, на ваш взгляд? Я думаю, что
Я тоже играл в видеоигры, когда был студентом. Мне какое-то время это нравилось. Это были еще видеоигры типа Дума, типа Quake. Какое-то, в этом какое-то удовольствие было. Но это можно сравнить с чем-то, с листанием ТикТока или Инстаграма. Это тоже как-то расслабляет. Можно еще водочки выпить. Это, может быть, вы скажете, это вредно. Ну, а я вам скажу, и игры тоже это вредно. Как-то это в нас, как-то людей вроде убивает. Вот такое ощущение, что мы, какая-то зависимость появляется. Зависимость от какого-то процесса. И уже не мы управляем собой, а нами управляет какой-то, кто-то что-то управляет. То ли водка, то ли табак, то ли видеоигра, то ли ТикТок, то ли Инстаграм. Что-то, что мною управляет. Я против этого. Я за то, чтобы мы управляли, чтобы мы были хозяевами своей жизни. А все остальные должны быть, все остальные явления и предметы, они все-таки должны быть под нашим контролем, а не мы под их контролем. Если вы играете в видеоигру один раз в неделю, потому что вам нравится, допустим, это шахматы, но это не видеоигра. Но если вам, просто вы не сможете играть в видеоигру один раз в неделю, полчаса, у вас не получится, вы будете плохо играть. Вам для того, чтобы играть хорошо, вам нужно играть каждый день несколько часов. И вы в итоге становитесь зависимыми от этого процесса. Я ставлю дизлайк такому процессу. Следующий вопрос. Как в большом коллективе разработчиков выделиться? Хочется получить повышение. Владимир, все очень просто. Вам нужно сесть поближе к начальнику, ходить с начальником на обед, постараться, найти возможность его пригласить на обед или узнать, где он обедает, с ним пойти. Вам нужно найти самого активного, самого эффективного, самого громкого, яркого участника команды и попытаться как-то его скомпрометировать. То есть как-то найти в нем какой-то недостаток. И этот недостаток показать своему менеджеру. То есть найти какой-то компромат, что ли, на этого человека или даже на нескольких людей. Это самые действенные способы выделиться в коллективе. Я, конечно, это все говорю с иронией, но если вы хотите конкретику, то она такова. Она такова грустная конкретика. Но если говорить по-хорошему, то повышение, конечно, нужно получить по тем правилам, которые существуют в коллективе. Узнайте их. Пойдите к менеджеру и спросите, как мне получить повышение. Это, кстати, у меня даже статья на блоге есть на эту тему. Это самый лучший вопрос, который менеджер хочет услышать. Менеджер, хороший менеджер, в принципе любой менеджер, он хочет, чтобы к нему подходили сотрудники и спрашивали не когда у меня будет повышение зарплаты, не почему у меня нет интересных задач, не почему, а что мне сделать, чтобы получить повышение. Это самый грамотный, самый пуленепробиваемый вопрос, который вас ведет прямо к результату. И менеджер вам скажет, что ему нужно от вас. Он скажет, все просто, вот задача, закончите ее, и у вас будет повышение. Редкий случай можно представить, когда менеджер скажет, я не знаю, что вам сделать, идите работайте, я сам подумаю, когда вам дать повышение. Такого не случится. Вы же нужны менеджеру. Так или иначе. Даже если у вас полный бардак в коллективе и никто ничем не занимается, все равно у менеджера есть какие-то его управленческие цели и задачи. Он на них сконцентрирован, и вы ему подспорье для их решения. Так спросите, что нужно, он вам скажет. Следующий вопрос. Что если государство для написания IT-решений привлечет, допустим, open-source сообщество и отдаст их в бесплатное пользование малому бизнесу? Возможно и так. Я думаю, что интеграция государства и малого бизнеса, она неизбежна. Безусловно, государство должно этих предпринимателей как-то с ними сосуществовать. И, конечно, нельзя представить себе государство, в котором подавлена абсолютно предпринимательская инициатива, и только государство распределяет все ресурсы. И каждый, кто на своем месте желает хоть как-то немножко для себя что-то урвать или предпринять что-то такое, что
принесет частную выгоду. И государство это пресекает. Но это совсем тоталитарный такой режим, жесткий, и он, конечно, не конструктивен. Должна быть инициатива на местах, но она должна быть в разумных масштабах, в разумных пределах. Open source, наверное, это неплохо, да, если будет, Вообще open source должен быть везде, на мой взгляд. Open source это просто новая форма жизни программного обеспечения. Она должна заменить все остальное. Все крупные корпорации, весь свой софт должны делать open source. И функция корпорации будет лишь в том, IT-корпораций, чтобы поддерживать этот софт, предоставлять сервис, который нужен для функционирования этого софта. Там железо, оборудование, служба поддержки, фиксинг багов вовремя. Софт-то бесплатный, но баги мы фиксим, например, за деньги. То есть вот он софт берите, но если вам нужно быстрое изменение, там новый релиз, новая версия, то каждый, например, быстрое изменение в операционную систему Windows может стоить от $100 до $1 миллиона. В зависимости от того, как быстро вам что нужно. А так вообще процесс идет накатанным путем. Мы фиксим баги бесплатно, которые комьюнити фиксит. Но если вам нужно быстрее, например, то вот вам fast track, за который мы берем деньги. Например, так. Следующий вопрос. Как вы относитесь к Node.js? Хорошо отношусь, я им пользуюсь вполне. А как можно, странный вопрос, а есть, я так понимаю, я просто не в курсе, но я так понимаю, вопрос с некой подковыркой, есть какие-то альтернативы, которые лучше, да, и которые вместо... Я знаю, что существует, я название не помню, но недавно мы какое-то смотрели такое решение, как-то он назывался BAM, по-моему, или как-то так, или BAM, или WAM, и типа это альтернатива. Ну, мне кажется, Node.js это прекрасная виртуальная машина такая под JavaScript. Так, следующий вопрос. Как решать вопрос dependency injection в элегантных объектах? На моем блоге напишите слово dependency injection, и там целая статья, которая именно на этот вопрос отвечает. Как в подходе Elegant Objects иметь дело с dependency injection. Следующее. Если рассматривать среднестатистический офис в США и в России, есть ли различия в общении и коммуникации между людьми? Верно ли, что в Штатах дистанция редко сокращается до дружбы и общения вне офиса? Вы знаете, современный российский офис очень похож на американский, к сожалению. Какие я помню офисы раньше, российские, наши отечественные офисы 30 лет назад, когда я еще был студентом, и какие я вижу офисы сейчас, то это разные вещи. Мы многое взяли от западной культуры. Мы взяли именно эту разобщенность между людьми, мы взяли отсутствие вежливости, отсутствие такта, отсутствие культуры офисной. Ну, все это было, сейчас этого нет. Люди в офисе не здороваются, просто вот идешь по коридору, и люди не здороваются. И так не было. А так в Америке. Даже, мне кажется, в Америке... вот в Америке как-то так. То есть в Америке ты используешь офис как место зарабатывания денег, и все. Ты приходишь туда получить зарплату, отдать свое время и поскорее оттуда сбежать. Мы вот сейчас действуем примерно так же. Нет общности, нет. Люди двигаются от компании к компании. Людям, в принципе, наплевать, в каком они офисе работают. Они не воспринимают это место как место жизни своей. Они сидят за компьютером, я говорю о программистах. Они сидят за компьютером, наушники, компьютер, знают человека слева, знают человека справа, и то знают очень поверхностно, и их мало интересуют эти люди слева и справа. К сожалению, это мы получили, мне кажется, из Америки. То, как я там был и то, как я видел, там у меня был случай один такой интересный в Америке, я запомнил. В американском офисе у меня был начальник, американец, который... Мы пошли, возле офиса были теннисные корты, это было в Калифорнии, и там в Калифорнии много теннисных кортов бесплатных. И в какой-то из дней он предложил пойти на теннисные корты, нас там была команда, может быть, 5-6 человек, и поиграть в теннис, кто умеет. И мы пришли туда, в этот теннис играть, и играли, а потом он развернулся и ушел.
ничего не говоря, ни до свидания, не объясняя. Он был там рядом, вот он играл, потом он сел на скамейку, потом он опять поиграл, потом он поиграл, положил ракетку, развернулся и его нет, ушел. Прям пошел. Ну, мы постояли, пожали плечами и продолжили играть дальше. Это вот нормально в Америке. Окей. У меня своя жизнь, у вас своя жизнь, у меня свои границы личные, у вас свои. Мне на вас наплевать, вам на меня наплевать. Деньги решают все. Я всегда могу купить новых друзей, купить новый офис, купить новый теннисный корт, все купить могу новое. И мне это совершенно вы не интересны. Это такой менталитет у среднего американца. И многим это нравится там в Америке. Многим это, даже поначалу мне это тоже нравилось. Это такая, дает тебе ощущение, ощущение, что ли, независимости, да, ощущение, может быть, даже иногда силы определенной, что ты набираешь же на себя, ты же должен некую силу аккумулировать, чтобы в таком обществе существовать. Ты перестаешь надеяться на друзей, ты перестаешь надеяться на социальные опоры какие-то, ты перестаешь полагаться на социальные связи свои. Ты сам по себе, и ты становишься сильнее, естественно. Тебе некому позвонить, когда будет проблема. И это понимание делает тебя сильнее. Но на длинной дистанции это, конечно, превращает общество в такую среду, больше похоже на среду насекомых, чем на среду людей. Так, еще несколько вопросов, и все, мы уже овертайм. Что делать, когда техлид имеет меньше знаний, чем ты? Встречал такое в разных компаниях. Виктор, такое всегда, во всех компаниях. Вы встречали в нескольких компаниях, я это встречаю всегда. Всегда техлид или начальник, он меньше соображает, чем ты. И чем выше вы будете подниматься в управленческой иерархии, тем это будет все более и более бросаться в глаза. Вы будете видеть, что над вами находятся люди, у которых уровень компетенции настолько низок иногда, что вы даже не понимаете, вы даже не уверены, что этот человек читать и писать умеет. Вот я с таким сталкивался. Вы просто понимаете, что перед вами находится человек крайне низкого интеллекта. Но нужно понимать, что это, видимо, логично. На высокие позиции и такой карьерный рост высоких уровней, он обеспечивается не технической компетенцией, а максимальной лояльностью своему руководству и вот этим самым политическим весом, который вы набираете, когда долго сидите на одном месте и правильно сидите там. И будучи при этом хорошим программистом или плохим, совершенно неважно. Вы можете забыть все свои знания, потому что они от вас не потребуются. Более того, они вам будут мешать. И лучше, если вы будете таким немножко темным в вопросах технологий, но при этом абсолютно лояльным своему начальнику, абсолютно хорошо понимающим, где и что нужно сказать в плане политических вопросов. А знать, чем отличается C++ от Java, это вообще не нужно. Так, ребята, мы уже тут овертайм совсем. Я выбираю один вопрос, отвечаю и все. Так, тут про войну меня спрашивают, поддерживаю ли я войну. Так, про войну я уже отвечал, что я не поддерживаю войну, но однозначным таким ответом вы не будете удовлетворены. Ну, давайте вот про разбор полетов. Интересный вопрос. Евгений задает. 105-й выпуск разбора полетов открыл вам двери в рынок Российской Федерации. Для тех, кто не в курсе, есть такой подкаст, на мой взгляд, очень прикольный, интересный. Был, по крайней мере. Я сейчас не знаю точно, какова его судьба. И там были выпуски. И вот 105-й выпуск – это тот выпуск, на котором это было, может быть, лет 6 назад, может быть, 5 или 6, может быть, 6 лет назад, да. Выпуск такой, это радиоподкаст, там без видео было в то время. И на этом выпуске я участвовал в том числе. И про элегантные объекты
что-то рассказал. И было интересно, после этого выпуска получил определенное количество фолловеров и интереса к моим работам. Так что Евгений прав во многом. Я действительно в Россию... Я вернулся я не вернулся тогда, я был тогда еще в Америке, но я уже возвращался в Россию уже в эти времена. Мне хотелось вернуться обратно сюда из эмиграции, в которой я 12 лет пробыл. И действительно, этот подкаст был очень полезным для меня, потому что я познакомился с комьюнити и узнал. Многих и меня узнали. Так что да, действительно, подкаст классный. И если он жив-здоров, то я бы рекомендовал его слушать. Это подкаст такой новостной, насколько я помню. Там разбирались новости из мира IT. И там такая дружная команда была. Я не знаю, какова у них сейчас судьба, поскольку кто-то уехал, я так понимаю, за границу, кто-то остался. Так что, Евгений, вы правы, да, действительно, эти ребята помогли мне в какой-то степени. Ну все, давайте про войну вам отвечу. Тут Борислав меня спрашивает, поддерживаю ли я войну, немножко политики. Мы завтра, тем более, записываем наш черно-белый IT-подкаст. Я думаю, что по поводу войны скажу, что я в целом с одной стороны, я за конфликты. Я за то, чтобы проблемы решались. Чтобы и в работе, и в менеджменте, и в программировании, и в архитектурном вопросе, и в политических вопросах. Я за то, чтобы мы проходили через конфликт и находили решение. Чтобы мы не замалчивали и говорили, давайте разойдемся, не будем спорить, и как-то мы выживем, как-то ситуация наладится, допустим, в менеджменте. Это нехорошо. Нужно столкнуться лбами и узнать, кто из нас прав, кто не прав. Но сталкиваться так, чтобы при этом погибали люди, это, мне кажется, не самый эффективный способ столкновения, да, в том числе политического. Но это как, если провести аналогию с менеджментом и в офисе сказать, давайте мы за конфликты в офисе, так давайте каждый раз, когда мы обсуждаем архитектурные решения, мы будем нецензурно ругаться друг с другом, и это будет хорошо. И даже, может быть, будем бросать друг друга предметы всевозможные, и скандалить, и обзываться, и это правильный способ прохождения конфликта. Нет. Мы должны сталкиваться, но мы должны при этом сохранять определенную культуру. Мы должны оставаться вежливыми и интеллигентными людьми. Это важно. Сохранение определенного как бы это слово подобрать, определенного статуса, что ли, для нас. Мы как-то выросли от уровня животных или от уровня людей, которые в офисе ругаются матом. Мы как-то стали другого уровня люди. Мы айтишники, которые другие. Давайте этот уровень держать. И то же самое в политике. Давайте не будем решать проблемы через стрельбу. Но иногда так бывает. Вот, к сожалению, так случилось. К большому сожалению. Я сам из Украины. У меня там семья. И я уже 2 года не могу попасть к своей семье. Я не могу увидеться ни с кем. Потому что вот такая вот чехарда случилась. И чем скорее это закончится, тем будет лучше. То есть я категорически против затягивания этой ситуации. Что еще сказать? Но когда это случилось, когда это началось 2 года назад, то я был рад. Вот верьте, не верьте, я из Украины сам. Но я был рад, потому что я видел такое количество проблем, накопленных от этого конфликта, который тлел, и этот нарыв, который не разрешался. Что когда, наконец, узнали мы из новостей, что пришло разрешение, то казалось, что наконец-то что-то разрешится, наконец-то будет таким или другим способом. Да, это будет через жертвы, через гибель людей, но это будет разрешение конфликта. А потом мы узнали, что он затягивается. Вот когда мы узнали, что это все затянулось, и все это теперь длится уже 2-й год, или 3-й уже год, вот это, конечно, совершенно не устраивает и не нравится. Но решать его нужно было. Там такое количество проблем было накоплено. Я как украинец говорю, как человек, который жил там и который оттуда родом.
Но невозможно было дальше уже терпеть эти проблемы. Я писал об этих проблемах. Почитайте мой блог. Зайдите на мой блог и наберите ключевое слово «Украина». И вы видите статьи, написанные в 2016 году, в 2018 году, в 2019, где я говорил об этих проблемах и говорил, что невыносимо это все. Должно быть какое-то решение. Но то, что нашли такое решение, плохо это. Я не считаю, что это хорошее решение. Я думаю, что те люди, которые нашли его, вот это военное решение, они тоже так не считают. Они тоже не рады, что вот так пришлось действовать. Ни один разумный человек не будет радоваться от того, что ему пришлось другого, не знаю, ударить по лицу. Есть, конечно, люди, которых это возбуждает, но это, конечно, исключительный случай. Но обычному среднему человеку ему это не в радость. Но если тебе хамят, если тебе грубят, если тебе плюют в лицо, в какой-то момент ты бьешь по нему. И сам сожалеешь о том, что ты это сделал, но ты не можешь больше терпеть. Вот и все, так вот такая политическая картина. Все, на этой трудной ноте мы заканчиваем. Спасибо всем, кто был. Я вас благодарю. Очень ценно, что вы приходите. Не забывайте меня. Я надеюсь, что я вам что-то новое сказал сегодня и чем-то